Николай Константинович Рерих. Картина «Тень учителя» 1932 года написания. Перед нами скалистые горы. Лучи восходящего солнца озарили золотым светом верхушки отдаленных гор. Но ближние скалы еще в тени. Они покрыты красноватыми отцветами. На огромной скале видны очертания такой же огромной тени человека, тени учителя. Кто этот учитель? Почему Рерих это слово обозначил с большой буквы? Если мы всмотримся в нашу жизнь, то мы увидим, что человек всегда к чему-то стремится. К материальному преуспеянию, либо к интеллектуальным знаниям, к мастерству в искусстве или нравственному совершенствованию, к творческому развитию. И на всех этих путях он учится, опираясь на фундамент достижений других людей, предшественников. Все строение нашей жизни зиждется на ведущем начале, на том, кто больше знает и передает знания. Так и на духовном пути устремление к Богу или одному из духовных учителей человечества является краеугольным камнем продвижения человека. Вот почему в духовных практиках понятие «учителя» носит священный характер, ибо он не только больше знает и передает ученику знания и опыт, он и помогает, и остерегает, и защищает. Его мудрость есть маяк ведущий и спасательная веревка в трудных горных переходах, так как духовный путь подобен восхождению по горным склонам. Елена Ивановна Рерих утверждала: человечество болеет отсутствием самодисциплины и хаотичностью мышления. Против начала ведущего, против дисциплины, против сотрудничества восстают прежде всего вчерашние рабы. Принцип начала ведущего должен утвердиться в сознании человечества, если оно хочет прогрессировать. Но, конечно, всякая фанатичность ужасна, ибо она есть порождение невежества и кончается изуверством. Она есть антипод истинной преданности и почитания. Лишить дух почитания великого понятия учителя равносильно духовному самоубийству. Великие учителя есть наша пища. Без принятия ее умираем не только мы сами, но и вся планета. Оторванность от высшего мира поставила нашу планету на краю гибели. Нужны самые неотложные меры, чтобы вернуть человечество к пониманию основ бытия и величия назначения человека. Почему же художник изобразил на полотне не самого великого учителя, но лишь его тень? Самое сокровенное не может подлежать широкому оглашению. Вся истина не может быть изложена и показана. Для нее придет свое время. Но тень на скалах, пишет Николай Уранов, вполне реальна и конкретна. Она говорит, что тени не может быть без того, кто ее отбрасывает. Значит, он, отбрасывающий тень, также конкретно и реально существует среди этих величественных скал. Все самое высокое, наполненное мудростью, любовью, жертвенностью и состраданием, связано с понятием великого духовного учителя. Он ведет за собой, ибо только высшее сознание может вести за собой низшее, и это есть закон развития человеческого духа. Пришло время, когда дальнейшее развитие человека становится невозможным без устремления к высшему началу. И каждый из нас, неся в жизни свое бремя, в глубине сердца должен найти к нему путь.